Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Азовском море. Что мы знаем о нем? Многие слышали, что Азовское море находится рядом с Черным. И если на Черном море многие провели свои отпуска, то Азовское море всегда стояло в сторонке. Но кто все-таки побывал, тот обязательно вернется не раз на побережье Азова. Азовское море почти самое маленькое и занимает 5-ю строчку с конца среди всех морей планеты Земля. И раз оно такое маленькое, и многим, кто был у берегов этого моря, так тянет к нему, нам обязательно стоит о нем поговорить поподробнее. Поехали! Насчет слова «Азов» существует ряд гипотез. Одно из значений от имени половецкого князя Азупа или Азуфа, взявшего крепость на месте современного города в 1067 году. Кто-то говорит, что по названию племени Осов, они же асы, в свою очередь происшедшего от авестийского, означающего «быстрый». Некоторые ученые сопоставляют название с тюркским словом «азан» – «нижний» и черкесским «узев» – «узкая горловина». А кто-то из них считает, что современное название Азовского моря пришло в начале 17 века, благодаря летописи Пимена. Лишь во второй половине 18 века название Азовское море закрепилось за всем водоемом. Древние греки называли Азовское море Майотис-Лиман, Меотийское озеро, а римляне – Меотийское болото, за его мелководность и низменные болотистые восточные берега. Азовское море с точки зрения его геологического возраста – молодой бассейн. Очертания близкие к современным оно приобрело в четвертичный период. Много миллионов лет назад Азовское море входило в состав океана Тетис. История возникновения Азовского моря тесно связана с геологическим прошлым Крыма, Кавказа, Черного и Каспийского морей. Под влиянием внутренних сил земная кора то опускалась, то поднималась. Затем срезанные работой текучих вод и выветриванием превращались в равнины. В результате этих процессов воды Мирового океана то затопляли отдельные участки суши, то обнажали их. Или, как говорят геологи, наблюдались трансгрессии, наступания и регрессии, отступания морей. При этом, естественно, изменялись их очертания. В то же время происходили изменения климата, растительного и животного мира, как на суше, так и на море. Лишь в кайнозойскую эру новой жизни, очертания материков и отдельных морей, в том числе Азовского, становятся такими, какими мы видим их на современных картах. На протяжении антропогена морской бассейн, включавший в себя Черное, Азовское и Каспийское моря, неоднократно изменял свои очертания, площадь, глубину, дробился на части и вновь восстанавливался. И на данный момент Азовское море своеобразный и замечательный во многих отношениях водоем. Его площадь, ограниченная параллелями 45 и 47 градусами северной широты и меридианами 33 и 39 восточной долготы, составляет всего 37 800 квадратных километров. И это без Севаша и лиманов. Наибольшая глубина не превышает 14 метров, а средняя глубина около 8. При этом глубины до 5 метров занимают более половины объема Азовского моря. Объем его невелик и равен 320 кубических километров. Черное море больше Азовского по площади почти в 11 раз, а по объему в 1678 раз. И все же Азовское море не такое уж маленькое. На нем свободно разместились бы такие два государства Европы, как Голландия и Люксембург. Его наибольшая длина 380 километров, а наибольшая ширина 200. Общая протяженность береговой линии моря составляет 2686 километров. Азовское море – это внутренний водоем, омывающий восточные берега Крыма, побережье Запорожской, Донецкой, Ростовской областей и часть западных границ Краснодарского края. Через Керченский пролив оно связано с Черным морем. Подводный рельеф Азовского моря весьма прост. Глубины в основном медленно и плавно возрастают по
мере удаления от берегов, и самые большие глубины находятся в центре моря. Дно его почти плоское. Азовское море образует несколько заливов, из которых самыми крупными являются Таганрогский, Темрюкский и сильно обособленный Севаш, который, вернее, считать лиманом. Крупных островов на этом море нет. Имеются ряд отмелей, частично заливаемых водой и расположенных близ берегов. Таковы, например, острова Тузла, Ейская коса, Дзензик, Берючий и Черепаха. Побережье Азовского моря менее живописное и разнообразно, чем Черноморское, но есть в нем своя неповторимая красота. Вплотную к морю подступают степи, а местами заросшие камышом плавни. Именно плавнями принято называть обильно заросшие тростником, рогозом и другими растениями дельты рек и затапливаемые поймы. Берега безлесые, они то низкие и пологие, с песчано-ракушечным пляжем, то невысокие, но обрывистые, сложенные из желтых суглинков. Береговая линия моря образует довольно плавные изгибы, и только длинные песчаные косы придают ей некоторую изрезанность. Большое количество кос – это одна из характерных особенностей берегов Азовского моря. И, конечно же, стоит поговорить о побережьях, и начнем мы с западной части. Западный берег Азовского моря представлен длинной косой, Арабатской стрелкой. Она вытянулась вдоль берега моря на 112 километров, отделяя от него мелководный залив Севаш. Ширина этой плоской песчано-ракушечной косы колеблется от 270 метров в южной и средней частях до 7 километров в северной, где имеется несколько небольших возвышенностей. Арабатская стрелка – это громадный природный пляж. Параллельно ей протянулся ряд длинных отмелей. Их прекрасно видно со стен старой Генуэзской крепости. Южное побережье представлено территорией Керченского и Таманского полуостровов. Между ними располагается Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черные моря. Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма. Площадь его около 3000 квадратных километров. Западная часть Керченского полуострова равнинная, восточная – холмистая. В пределах полуострова южный берег Азовского моря большей частью круто обрывается в море, оставляя лишь узкую полосу пляжа. В древности Керченский пролив назывался Боспором Киммерийским. В самом названии содержится намек на мелководность пролива, так как Боспор в переводе на русский язык означает «бычий брод». Местами обрывистые берега сложены известняками, стойко сопротивляющимися натиску морских волн. Таков, например, мыс Казантип, Мшанковый риф, атолл. К западу от этого мыса Арабатский залив, к востоку Казантипский. Восточнее мыса Казантип тянется низменный наносный участок побережья. Южнее мыса Казантип – Акташское соленое озеро. Это реликтовое озеро. Оно представляет собой остаток Казантипского залива, когда-то далеко вдававшегося в сушу. Керченский пролив, соединяющий Черные и Азовские моря, не глубок и сравнительно не широк. Ширина его колеблется от 4 до 15 километров. Длина пролива 45. Глубина составляет около 4 метров. Посреди Керченского полуострова с запада на восток протянулся невысокий Парпачский гребень. Между этим гребнем и берегом Азовского моря располагается широкая продольная долина. В пониженных частях ее имеются соленые озера, и в частности известное своими целебными свойствами Чакракское озеро и ряд грязевых вулканов. Восточная Казантипского залива, вблизи Керченского пролива, берег Азовского моря более спокойный. Здесь для него характерны мысы, сложенные известняками, например, мысы Зюк и Тархан. Крымский берег пролива местами обрывистый. В северной его части раскинулся город Порт-Керчь. По другую сторону расположен Таманский полуостров, являющийся частью Краснодарского края. Занимает площадь примерно в 1900 квадратных километров. Из них на сушу приходится немногим более 900, а остальная территория – лиманы и плавни. Потом, вплоть до станицы Голубицкой, берег Азовского моря то понижается, то вновь повышается. Но начиная от этой станицы, он становится низким, а в районе дельты реки Кубани приобретает болотистый характер. Интересно отметить, что в районе поселка Кучугуры, на низком берегу Азовского моря, наблюдаются эоловые формы рельефа в виде невысоких песчаных бугров, дюн, образовавшихся под влиянием северных ветров. Также достопримечательностью Таманского полуострова являются грязевые вулканы, сальзы. Многие из них имеют вид невысоких конусов с усеченными вершинами
соленые. Некоторые сальзы временно бездействуют, остальные выделяют грязь и газы, такие как метан, азот, углекислый газ, сероводород и водород. Извержения грязевых вулканов обычно спокойные и не шумные, но иногда напоминают извержения настоящих вулканов, так как сопровождаются взрывом, и продукты вулканической деятельности тогда разбрасываются на сотни метров от кратера, а жидкая грязь образует большие потоки. Восточный берег Азовского моря от Темрюка до Приморско-Ахтарска на протяжении около 100 километров представляет собой низменную дельту реки Кубани с многочисленными лиманами, протоками, обширными плавнями, заросшими камышом и осокой. Приазовские плавни – это причудливые лабиринты болот, лиманов различной величины с пресной, полусоленой и соленой водой, заросших надводной и подводной растительностью. Среди первых преобладают камыш, тростник, осока, рогоз и ежеголовник. Подводная или мягкая растительность лиманов – это харовые водоросли, рдесты, роголистник и кувшинки. Кроме реки Кубани, в Азовское море с востока впадают такие степные речки, как Кирпили, вливающие свои воды в Кирпильский лиман, Бейсук, впадающий в лиман Бейсукский, Челбас, впадающий в лиман Сладкий, Ея, несущая воды в крупный Ейский лиман, и, наконец, небольшие речки Мокрая Чубурка и Кагальник, впадающие непосредственно в Азовское море. В своей северо-восточной части Азовское море образует обширный, сильно вытянутый Таганрогский залив, в который впадает одна из крупнейших рек европейской части Дон. Длина его составляет 1870 километров, а водосборная площадь равняется 422 тысячам квадратных километров. Дон ежегодно выносит в море в среднем около 28 кубов километров воды. Значительные массы речной воды сильно опресняют Таганрогский залив, а выносимые рекой наносы обмеляют его и ведут к росту Донской дельты, которая занимает площадь 340 квадратных километров. Северное побережье Азовского моря протянулось от устья Дона до города Геническа. На этом участке в Азовское море впадает ряд небольших речек. Зарождаясь на невысокой приазовской возвышенности, текут в Азовское море реки Берда, Обиточная, Корсак и еще ряд мелких, пересыхающих летом речек. Северное побережье характеризуется наличием целого ряда песчаных кос, вытянутых в основном с севера и северо-востока на юг и юго-запад. Причем косы своими концами загибаются к западу, например, Кривая, Белосарайская и Бердянская. Между косами и коренным берегом образуются заливы и лиманы, например, Бердянский и Обиточный. Если исключить намывные косы, то весь остальной северный берег Азовского моря представляет собой ровную степь, большей частью обрывом, спускающимся к морю. Еще в прошлом столетии здесь простирались необозримые ковыльно-разнотравные, а в западной половине – ковыльно-типчаковые степи. В них паслись тарпаны, одичавшие верблюды, а еще ранее встречались даже благородные олени и лоси, в реках водились бобры. Однако такие степи давно исчезли, и они почти полностью распаханы. А мы плавно переходим к водному режиму Азовского моря. И он зависит в основном от притока пресных речных вод, выпадающих над морем атмосферных осадков и поступающих в него соленых вод Черного моря с одной стороны и от расхода воды из Азовского моря на испарение и на сток через Керченский пролив в Черное море с другой. Дон, Кубань и остальные реки, впадающие в Азовское море, приносят 38 кубических километров воды. При малых размерах это море получает сравнительно много речной воды, количество которых составляет около 12% его объема. Отношение речного стока к объему Азовского моря наибольшее из всех морей земного шара. Превышение поступления речных атмосферных вод над испарением с поверхности моря повело бы его к нарастающему опреснению и повышению его уровня, если бы не было водообмена с Черным морем. Однако на самом деле существующий сейчас водный режим Азовского моря нарушен вследствие зарегулирования стока Дона, строительства гидротехнических сооружений и рисовых оросительных систем на Кубани. И в дальнейшем это ни к чему хорошему не приведет. А что у нас с соленостью? В настоящее время соленость азовских вод распределяется следующим образом. На глубинах Прикерченского района Азовского моря, куда поступает более соленая вода, Черноморская, соленость достигает 17 промилле. Вся центральная часть моря очень
очень однородна по солености. Она здесь составляет 12 промилле, а в Таганрогском заливе соленость понижается к устью Дона до 1,3 промилле. Весной и в начале лета вследствие таяния льдов и большого притока речных вод соленость понижается. Осенью и зимой она почти одинакова от поверхности до дна моря на большом протяжении. Наибольшая соленость наблюдается в обособленном мелководном заливе Азовского моря Севаше, а наименьшая в Таганрогском. Кроме минеральных веществ, воды Азовского моря содержат много биогенных элементов, то есть элементов органического происхождения, приносимых в море в основном реками. На климат Азовского моря значительное влияние оказывают окружающие его обширные степные пространства Южной Украины, Предкавказья и Крыма. В Приазовье средние температуры июля колеблются от плюс 20 до плюс 24 градусов. Температура января от 0 до плюс 6, а среднее годовое количество осадков составляет от 300 до 500 мм. Конечно, и Азовское море в свою очередь оказывает известное положительное влияние на климат окружающих его территорий, идущие в сторону смягчения континентальности. Однако вследствие небольшой площади моря это влияние не особенно велико и сказывается в основном в прибрежных районах, не распространяясь далеко вглубь степных пространств. По отношению к крупным метеорологическим процессам Азовское море находится в неблагоприятных условиях, а именно зимой к северу от него проходит ось повышенного атмосферного давления, так называемая ось Воейкова, от которого к морю устремляется холодный материковый воздух, что приводит к замерзанию моря. Над Азовским морем зимой дуют восточные и северо-восточные, летом южные, юго-западные и западные ветры, связанные обычно с прохождением субтропических циклонов и установлением муссонного потока с Атлантического океана. Для Азовского моря характерна сравнительно холодная, но короткая зима, мягкое лето с ровным распределением температур, теплая по сравнению с весной осень и высокая относительная влажность воздуха, которая на Азовском море велика круглый год. Даже в самые теплые месяцы она в среднем не менее 75%. Зимой, когда вода охлаждается ниже нуля, Азовское море покрывается льдами. Ледостав в иные годы продолжается 4-4,5 месяца, с декабря по март. Толщина льда достигает 1 метра. А что с уровнем Азовского моря? Можно сказать, что он колеблется, меняясь из года в год, в течение года и даже в течение суток. Эти колебания обуславливаются изменением величины речного стока и влиянием ветров, особенно сгонно-нагонных. Над Азовским морем и его побережьем иногда носятся ураганы такой силы, что срывают крыши с домов, опрокидывают мелкие постройки, с корнями выворачивают деревья. При одном из таких ураганов уровень Азовского моря и лиманов в районе Темрюка поднялся на 3 метра выше среднего многолетнего уровня. Штормовые ветры северо-восточного и восточного направлений, наоборот, вызывают сильный сгон воды из лиманов и моря вдоль восточного побережья и нагон вод в Севаш. Например, в районе Ейска наблюдали случаи, когда дно моря обнажалось на десятки метров от берега и был зарегистрирован случай отступления моря на 1,5 километра. В районе Таганрога вода иногда уходила от берега более чем на 5 километров, а в центральной части моря колебания значительно меньше. В теплое время года при спокойной погоде в Азовском море наблюдаются своеобразные колебания уровня моря с довольно отчетливым суточным ходом, с одним максимумом и одним минимумом. Это так называемые сейши – стоячие волны, зависящие не от ветра, а от изменения атмосферного давления над разными участками моря. Сейши довольно быстро затухают. Приливы в Азовском море вследствие малой площади и отсутствия непосредственной связи с океаном практически отсутствуют. А что насчет прозрачности Азовского моря? Кто-то знает, что прозрачность вод определяют обычно с помощью белого диска диаметром 30 сантиметров, так называемого диска Секки, погружаемого в воду. Глубина, на котором диск становится невидимым, определяет меру прозрачности. В Саргассовом море, например, такой диск можно местами различать до глубины 66 метров. Прозрачность вод
Азовского моря низкая. Она не одинакова в разных районах его и различное время года и колеблется в пределах от полуметра до 8 метров. Поступление большого количества мутных речных вод, быстрое взмучивание донных илов при волнении моря и наличие в азовской воде значительных масс планктона определяет ее малую прозрачность. Летом прозрачность вообще-то почти повсеместно увеличивается, но в некоторых участках моря вследствие бурного развития в верхних слоях воды мельчайших растительных и животных организмов она падает до нуля, и вода приобретает ярко-зеленую окраску. Это явление называется цветением моря. Хотелось бы еще рассказать немного о Севаше. Севаш или Гнилое море – это придаточный водоем Азовского моря, отделенный от него низкой и узкой песчано-ракушечной косой Арабатской стрелкой. В XIV веке нашей эры, судя по генуэзским картам, на месте Арабатской стрелки был еще только ряд островков. Между Арабатской стрелкой и материком имеется узкий генический или тонкий пролив шириной 100 метров и глубиной 2-3, связывающий Севаш с Азовским морем. Северные и западные берега Севаша сильно изрезаны, имеют причудливые очертания. Местами они представляют собой крутые обрывы. На значительном протяжении берега отлогие и низменные. Севаш делится на западную, центральную и восточную части. Узкий Перекопский перешеек шириной 8 километров отделяет западный Севаш от Каркиницкого залива Черного моря. Ну а мы переходим к животному миру Азовского моря. Поскольку в Азовском море впадают две крупнейшие реки Европы, Дон и Кубань, соленая морская вода опресняется и формируются уникальные условия для развития как морских, так и пресноводных рыб. Ученые этот феномен называют промежуточным озерно-морским биогеоцинозом, а это значит, что условия для размножения рыб резко возрастают. В Азовское море уходят на нерест пресноводные рыбы, а из него в реки морские. Такой постоянный биологический взаимообмен – явление уникальное. Неудивительно, что Азовское море турки одно время называли Балык-Денгиз, что означает «рыбное море». В Азовском море водятся дельфины и мелкие акулы. Можно встретить и ската хвостокола, морского ежа, скорпену, морского ерша и много других типично средиземноморских обитателей. Особый состав воды угнетает развитие сине-зеленых водорослей, ограничивающих кислородный обмен. Это позитивным образом сказывается на развитии рыб и их количестве. Это еще одна из причин столь богатого разнообразия фауны моря. Прибрежные воды Азовского моря иногда светятся по ночам. Это редкое явление можно наблюдать с августа по сентябрь на побережье Азовского моря. Причина тому – мелкий фитопланктон, который поднимается с глубины, переливается и искрится в ночное время. Сам по себе планктон не светится, но когда он подвергается механическому воздействию, будь то волны или человеческие руки, он начинает активно выделять фосфор, который и порождает такое природное явление. Издревле Азов считали осетровым раем, и главным богатством, которое в нем добывали, был осетр, достигавших невиданных размеров. Кроме него здесь водились в большом количестве белуга и севрюга, промысловая сельдь, а также карповые рыбы, рыбец, чехонь и азовско-черноморская тарань. Здесь встречается судак и лещ, караси, уклейка, ясь, стерлядь. В Азове нагуливают вес морские рыбы камбалаглоса, черноморский калкан, пеленгас, рыба-игла, хамса, барабулька, лабаны, ставрида, скумбрия, марланга и кефаль. И из опасных для человека, пожалуй, только скаты, скорпены, да и большие особи медузы корнирод. В море обитает больше 100 видов рыб, 3 вида дельфинов, афалины, белобочки и один из них азовка обитает только здесь. Обитают мидии, рапана, креветки и крабы. Богатый рыбный мир, в свою очередь, делал акваторию Азовского весьма привлекательной для различных птиц. Наиболее встречающиеся куропатки, перепела, фазанчики, дрофы, жаворонки, скворцы, луни, степные орлы, сорокопуты жуланы, савки, синицы, иволги, копчики, пустельги, асаеды, бекасы, чибисы,
птицы, зимородки, чайки и бакланы. Что касается казарок, куликов, лебедей, цапель, уток, сорок, камышовок, еще больше их становится во время перелетов. Залетают и довольно экзотические пернатые. В разные годы, к примеру, приазовцы любовались залетными фламинго. Но это все в прошлом из-за деятельности человека. Первым и наиболее значимым фактором, который содействует загрязнению Азовского моря, являются впадающие в водоем реки, с которыми поступают производственные отходы и бытовые воды. В свое время это море было одним из самых продуктивных морей в мире, но в наши дни оно практически лишилось своего главного назначения – рыбопромыслового. Что касается бытовых отходов, то в районе побережья системы забора, очистки и подачи очищенной воды пребывают в крайне неудовлетворительном состоянии, ведь некоторые из них были сооружены около века назад. В других жилых пунктах канализационные системы, сопровождаемые очищением стоков, отсутствуют вовсе, поэтому в море через реки попадает загрязненная вода. Вторым, но не менее значимым фактором, оказывающим воздействие на загрязнение водоема, выступают нефтепродукты и сама нефть. В результате морских перевозок и активной деятельности портов в Азовском море сбрасываются тысячи тонн мазута, серы и нефти. Это приводит к беспрецедентному загрязнению дна водоема и гибели колоссального количества рыбы, млекопитающих и птиц. Хоть повсеместно и запрещено тролление дна, которое уничтожает донные микроорганизмы, рыболовы продолжают применять тралы. Эти действия опасны тем, что при подобной ловле рыбы истребляются придонные места, в которых водится рыба и гидробионты. Погибают моллюски, служащие своеобразным фильтром и кормом для большинства рыб. И приоритетная смена в развитии морского побережья – это сведение промышленных заводов и концернов к минимуму, усиление контроля над деятельностью судоходного транспорта и портов, уменьшение опасных грузоперевозок на судах по Азовскому морю, строение инновационных очистных сооружений, значительное уменьшение безвозвратного потребления воды и повышение уровня речных стоков, внесение корректировок в сельскохозяйственную деятельность на побережье, минимизация культур, требующих при выращивании химические добавки, например, пестициды. И, конечно же, нужен беспрерывный мониторинг качества морского побережья и воды. Но самым главным и наиболее важным способом решения экологической проблемы Азовского моря является прекращение выброса в открытое море и реки загрязненных коммунальных и бытовых вод, а также стоков с предприятий и заводов. Необходимо снабжение промышленных стоков специализированными водообменными циклами и максимальная очистка их перед сбросом в водоем. И только тогда, и то через огромный промежуток времени, Азовское море будет радовать человека своими дарами. Ну и, конечно же, остальных подводных и надводных жителей этого прекрасного водоема. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.